Приветствую всех! Сегодня пройдем задание Easy Overflow 1 из категории переполнения на платформе PIM SPB CTF. Также не забудь подписаться и поставить лайк этому видео, тебе это не трудно, а мне реально поможет в продвижении канала. Итак, скачиваем бинарь. У меня он уже лежит в папочке тест, поэтому просто даем ему права на исполнение команды ChangeMod плюс X. Но стараемся сразу не запускать неизвестные бинарники, особенно если вы находитесь не в тестовой среде. Поэтому сначала открываем бинарь VIDA Pro. Так, ищем наш бинарь. Нажимаем ОК. Нажимаем F5, чтобы перевести код в псевдокод на язык C. Но видим ошибку. Function frame is wrong. Друзья, иногда декомпилятор Hexrace выдает ошибку function frame is wrong. Это происходит из-за того, что IDA запутала в значениях stack pointer. Проблема в том, что статический анализ штука хрупкая, и если где-то в коде был нетипичный переход или ошибка в определении типа данных, внутренний счетчик стека сбивается. Для декомпилятора это критично. Если он не видит нулевой баланс стека на выходе из функции, он не может гарантировать корректность восстановления локальных переменных. Чтобы это исправить, делаем следующее. Выделяем всю функцию от 400-580 адреса до 400-61A. И нажимаем U, Undefined. Далее встаем на 400-580 и нажимаем C, то есть код, чтобы IDA снова разметил байт как инструкции. Затем нажимаем P, Create Function, и после этого декомпилятор корректно восстанавливает функцию. Нажимаем F5. Теперь мы видим программу. Для удобства давайте немного переименуем переменные. V6 переименуем в redCode. S1 в strCompare. В strCMP. И V4 в buff. То есть буфер. Теперь код читается гораздо понятнее. Мы видим, что в переменную strCompare копируется строка no. После этого программа спрашивает ввод пользователя, где у нас есть буфер размером 264 байта, куда считывается ввод через scanf. После этого выполняется сравнение strCompare с переменной strCompare, где лежит no, со строкой yes. Если строки равны, программа выводит флаг. Теперь смотрим на расположение переменных в стеке, где под buff лежит strCompare, локальные перемены лежат друг за другом на стеке. Это значит, что если мы переполним buff, то можем затерять значение strCompare. Давайте посмотрим это на практике. Открываем программу VDB Debugger. Нажимаем F9, чтобы перейти в main. Ставим breakpoint на scanf клавишей F2. И еще один breakpoint на инструкцию source. Индекс на 406C7. Это адрес, где лежит строка yes. Нажимаем F9, чтобы перейти к scanf. Теперь посмотрим, где лежат локальные переменные. В IDA указано, что stack pointer плюс 1.1.8. Это означает, что смещение 1.1.8 от начала стека. Переведем шестеричное значение в десятичную систему через PHP. Функции intBall. Получаем смещение 280 байт. Именно там находится строка no. Давайте теперь VDB. Нажмем правой кнопкой мыши на регистре RSI, Follow in Dump. Мы попадаем на начало стека. Каждая строка дампа содержит 16 байт. Если разделить 280 на 16, получим примерно 17,5 строки. Давайте посчитаем строки. И вот примерно на 17,5 строки мы находим no. А выше располагается buff, куда и считывается наш ввод. Теперь давайте проверим переполнение. Нажимаем F9, чтобы продолжить выполнение программы. И в консоли у нас требуется ввод строки. Сгенерируем его давайте через Python.
Python, ключик C, print A 264 раза. Повторяем. И получаем нашу строчку. Копируем. Вставляем. И в конец добавляем yes. Нажимаем Enter. Теперь смотрим в дамп памяти. Мы видим, что no перетерло значение yes. Значит, условие сравнения должно выполниться успешно. Давайте нажмем F9. И видим, что в консоли мы получаем наш флаг. Но это не тот флаг, который нам нужен. Это просто локальная проверка. Теперь нужно выполнить переполнение на сервере, где запущена эта программа. Если мы перейдем в задание, то видим, нам дано подключение. Если подключиться, то мы увидим то же самое ввод, что и в локальной версии программы. Теперь давайте сгенерируем payload через Python и сразу отправим его. Пишем print A 264 раза плюс yes. И отправляем наш ввод. В ответ мы получаем настоящий флаг. Копируем его и вставляем в поле для ответа. И все, задание выполнено. Спасибо за просмотр.